Братья, Хиана, я хотел обсудить с вами важный вопрос. Айдену досталась карьера, которая в разы улучшит качество нашей жизни, и мы сможем наконец-то нормально мыться. Я готов пожертвовать даже своей карьерой ради карьеры Айдена. Давайте обсудим, кто сейчас на каком уровне карьеры. Я на 7. Я тоже на 7. Но без моей карьеры карьера Айдена будет бессмысленна, потому что я сейчас работаю над тем, чтобы провести водопровод в нашем городе. А без воды душ не может работать. Согласен. И у тебя тоже 7 уровень получается, да? Айден, как ты думаешь, ты справишься со своей карьерой? Мы можем на тебя рассчитывать? Я тогда уволюсь со своей работы и буду помогать тебе. Ну откуда же я знаю? Я первый день вышел на работу, и меня сразу же повысили. В принципе, мне нравится, чем я занимаюсь, но я не знаю, как будет дальше. Я еще даже не видел своего босса, да и коллектив у меня на работе не очень хороший. Подождите, но если есть вероятность, что Айден не справится и его уволят, и тогда мы потеряем и карьеру Тео, и карьеру Айдена. Если нужна помощь, то я могу не устраиваться на работу. Я все равно так и так сижу с детьми, и так буду вам во всем помогать. Вы только скажите, что нужно делать. Как вам такой вариант? Да, Хиана права. Вариант бросать одну из действующих карьер очень рискованный. Давайте тогда так и поступим. Хиана пока не будет работать, Джейден закрывает свою карьеру, я вместе с Хианой помогаю Айдену, и если у меня останется силы и возможности, буду закрывать свою карьеру. Но первоочередная цель у нас – это карьера Айдена и Джея. Давайте будем поддерживать друг друга, мы должны продолжить дело, которое начали наши родители. Ну что, всем привет! У нас вторая серия 3-го поколения, и я начинаю в воскресенье вечером, потому что я хотела вам показать, просто сама никогда раньше не обращала внимания, но Хиана укачивает малыша на ручках, вернее, он у нее уже спит тут на ручках. Это так мило. У Алекса черта характера, что он плохо засыпает, поэтому вот, пока он один, мы можем по максимуму уделять ему внимание. А понедельник мы начинаем в 12:30 утра. Тео у меня тут сам проснулся и пошел смотреть на малыша, и у него появился мудлет, потеря контроля, а ему сейчас идти на работу. Поэтому я вообще вот его не трогаю. Он, конечно, не успеет его снять до работы, но я надеюсь, что у него хотя бы на работе не появится дискомфорт. Ой, а он теперь работает с 2. У него поменялся график, тогда, может быть, и успеет снять этот мудлет. Я не обратила внимания на время, потому что Тео у нас в воскресенье повысили, и он теперь у нас на 7 уровне. Он у нас все прокачал для следующего повышения, и теперь главное, чтобы вот этот вот мудлет все ему не испортил. И у нас уже тем временем проснулся Джейден. Сейчас он у нас скушает первый кусочек рыбки и пойдет готовиться к работе. Следом у нас на работу просыпается Айден, и что хотела сказать. У меня на заставке вот эти вот двое, Айден и Джей, и в начале тоже кат-сцена, где 2-е поколение обсуждает, у кого какая карьера. Потому что я поподробнее прочитала про карьеру эколога, которая у Джея, и журналиста, который у Айдена. И получается, что Джей при закрытии своей карьеры приведет в город чистую воду. То есть, несмотря на то, что у нас участок без удобств, к домам жителей будет проведен водопровод. При этом Айден открывает душ. То есть он откроет то, для чего как раз нужна будет эта вода.
вода. И понимаете, что в целом одна без другой эти карьеры особо ни на что не влияют. А вместе это прям вот идеальный матч. И пока вот у нас тут Айден кушает, давайте посмотрим календарь на эту неделю. У нас понедельник. У наследника Теодора в прошлой серии родилось 2 малыша, и сегодня взрослеет Моника. Мы увидим сегодня ее цвет волос и глазки, а завтра у нас получается, взрослеет наследник Александр. Уже, представляете, наследник 3-го поколения уже взрослеет. И потом будет еще 3-й день рождения. У нас повзрослеет Теодор. 3 дня рождения подряд. В общем, неделя у нас будет очень насыщенная. И еще хотела сказать, что Айдена в воскресенье тоже повысили. Он теперь писатель 2-го уровня. Ему нужно для следующего повышения читать книжки. Я как раз вот его посадила, и он работает сегодня, а завтра у него уже будет выходной. К Айдену пришел поговорить Джей, и я ему ставлю действие по прокачке обаяния, потому что, как я пояснила, на этой неделе я сосредоточусь именно на этих 2 парнях. Мне их карьеры очень нужны. Скажу еще одну важную деталь. Кроме душа, Иван, соответственно, карьера Айдена открывает в городе бассейны. И мы даже дома сможем построить бассейн. А карьера Джейдена, кроме водопровода, когда они будут исследовать вот скалы, наши, землю, они найдут геотермальные источники, которые смогут давать жителям не просто воду, а теплую воду. Поэтому вода в бассейне будет тепленькой. Короче, симбиоз этих карьер – это что-то идеальное для меня, поэтому я буду сосредоточена вот только на них. Ну и вроде бы со всеми утренними задачами я справилась. Нет, нам еще счета принесли. Нам еще принесли счета. Сейчас мы отправим туда Хиану. Сейчас она вот только намоет руки, а у нее появилось очистить желудок. А не то ли это, о чем я думаю? Я, кстати, решила, что, наверное, мы будем заводить 4 детишек, потому что я вспоминаю 1-е поколение, да, и даже с 2 детьми они у меня там все сходили с ума. А сейчас у нас вот 2 малышей, и, в принципе, все довольны и счастливые. Поэтому, я думаю, почему бы и да, ведь суть челленджа в том, чтобы побыстрее закрыть все карьеры, поэтому 4 детишек нам в этом помогут больше, чем 3, правильно же? И у нас возвращается Тео с работы, он вернулся грязный, уставший. Хорошо, иди скорей. А Айдена приглашает в гости Илайна. И это единственная девочка, с кем он общается. И больше, кстати, у него вообще никаких друзей нет. Да, смотрите, ее тошнит. Хиана тоже такая: что? 3-й? Неужели? Так, пошла еще есть. Ну, хорошо, ешь. Тео вроде у нас сытый пришел с работы. Можешь съесть его порцию. И после этого я тебя отправлю тогда оплатить счета, и дальше ты пойдешь заниматься малышом. И вот пока Хиана занимается наследником, я спешу остатки денег. Кстати, сюда уже зарплата Тео прибавилась за сегодня. Так, а это что? Подождите. Джейден получает предложение, тра-ля-ля. Это известность. Здесь мы всегда отказываемся. И мы списываем деньги. И, как вы видите, после воскресенья денег у меня осталось мало, потому что я их все потратила. И сейчас я вам покажу, на что. На что я их потратила. И смотрите, вот, у нас появилась пристройка. Это отдельно стоящее здание со стеклянной крышей и со множеством окон.
Мне не хватило денег, чтобы по всему периметру сделать окна, но в следующее воскресенье я буду здесь дальше вот все обустраивать. И я думаю, вы сразу догадались, для чего это здание, так как я вначале про это упомянула. Оно у нас на будущее, потому что на него нужно очень много денег. Поэтому я его уже начала строить. Дом мы теперь можем строить любого размера, потому что у нас Аарон закрыл карьеру злодея, и у нас это ограничение снято. А у меня время полдень, и у нас здесь тихий час. Тео вернулся с ночной смены, он устал и лег спать. Хиана тоже вырубилась. Малышка пока вот здесь играет сама с собой. И даже Алекс вот здесь у нас сам уснул. Хочу сказать спокойной ночи, но у нас спокойный день. Я жду Джея с работы. Так, принес 800, его не повысили и уже дискомфорт. А он что, вообще ни капельки не продвинулся? А как так? Он же пошел в идеально хорошем настроении. И завтра ему тоже на работу. У меня, кстати, я забираю последнюю рыбку на первом этаже. Представляете, последняя. И у нас тут взрослеет Моника. Черненькая. Я вижу, она будет черненькая. В Тео. Лучик солнца. Постоянно улыбаются и смеются, а также получают удовольствие от взаимодействия с другими персонажами, но им требуется больше общения. Так, можно я поставлю на паузу? Можно? Пойдемте ее смотреть? Вот наша девчонка. Глаза зеленые в папу, а брови черные. Брови черные, волосы тоже черные. Все-таки черный цвет волос вошел в генетику семейства Урейли. Девочка, все как я мечтала. И я не успеваю вам показывать новости, а у нас Айден вернулся с работы. О нет, помимо предупреждения о снижении прибыли и финансовой катастрофы, Айден узнает, что может потерять работу. Может, сокращения все же обойдут персонажа по имени Айден стороной, если он будет усердно работать? Блин! Друзья, что делать? На самом деле я не эту новость хотела показать, а вот, у нас Хиана ждет малыша. А что мне делать с Айденом теперь? У него тут ступор. У него еще и ступор. Но радует, конечно, что у него завтра выходной. Завтра попробую с ним что-нибудь сделать. И смотрите, какой милый наш младшенький. У него дискомфорт, а он занимается с малышкой. Между прочим, сам, по собственному желанию. И у них постоянно теперь мудлет, некоторые места удивительно неопрятные, плохая обстановка. Но откуда это? Потому что, например, вот в этой комнате, где он сейчас находится, все чисто. Даже подгузники не валяются. Унитаз только, если может быть, вот в другой комнате. Я пока поэтому не могу разгадать, что им здесь не нравится и что их так расстраивает. Если вы знаете тайну, расскажите мне, пожалуйста. Вечером перед сном у меня здесь Джей и Айден еще немного пообщались. Они обсудили, что произошло на работе, и им всем уже пора спать. Вот так город засыпает. Спокойной ночи. Вторник. Ввожу вас в курс дела. Я теперь живу по ночам. Мои Симы живут по ночам, потому что Тео с утра уходит на работу. Хиана с ним в это же время просыпается и идет всем готовить рыбку. А Джейден у меня тоже покушал, выспался, помылся, и я его отправила делать вот это вот рабочее задание, подать заявку на грант. Но суть в том, что он ее делает с 5 утра. Представляете, я его посадила сюда в 5 утра, а ему через час уже на работу. То есть 5, 6, 7, 8,
Получается, он уже 3 часа делает заявку. И это хорошо, что он выспался и пришел сюда довольный, иначе он бы вообще ее не сделал. Поэтому я в шоке, что очень сложные задания в этой карьере, потому что, мне кажется, обычно Симы тратят где-то часа 2-3 на вот эти вот ежедневные задания, а мой сидит уже не знамо сколько времени. Смотрите на Айдена. У него творческий ступор. Опять. Он, правда, тут проснулся и услышал, унюхал, да, что приготовили рыбку свежую, поэтому он проснулся от запаха и вот идет кушать рыбку. У него сегодня выходной, поэтому я думаю, разрешим ему съесть сразу 2 кусочка, потому что Хиана у нас, как обычно, наелась остатками от прошлой готовки. А что, прокачал? Ты прокачал? Иди скорее сюда. Ну-ка. Да, мы завершили заявку на грант. Отлично, сейчас я чуть подожду, когда Айден съест рыбку. И давай на коврик, тогда будем пытаться снять твой ступор. Джейден ушел на работу, а Тео возвращается с работы. Его тоже уже 2-й день никак не повышают. И его мало того, что не повышают, у него, мне кажется, еще и снижается производительность. Я не знаю, что с ними делать. И хотела сказать, что у Айдена особо друзей нет, поэтому он дружит с малышами. Они его любят, а он, видите, он их купает, моет. Айдену с малышами хорошо. Единственное, он у нас привереда, поэтому даже от грязного подгузника у него сразу появляется плохой мудлет. Между прочим, это твоя племянница, любименькая, поэтому не надо так сильно расстраиваться. А у меня еще и у Джейдена ступор. Терпение. Так, Хиана у нас идет доедать испорченную рыбку, а потом я ей положила в багаж еще одну свежую рыбку. Эй, ты же не выбрасывать пошла? А почему? Ты же такой у меня любишь. Хиана, не выбрасывай. Ой, пошла обратно. Такая, что вы от меня хотите? Так, нам тут кто-то в гости пришел. И вот, отлично, Хиана сейчас доест эту порцию и позже приготовит уже для остальных свежую рыбку. А Джейден у нас вернулся с работы. Я его уложила спать, потому что у него ступор. Нужен перерыв и небольшой отдых. Поэтому сейчас он поспит, потом поест и пойдет на коврик. А вот Айден не знаю. Вот вроде бы все хорошо, но у него всегда дискомфорт. Это, видимо, из-за черты характера. Он у нас привереда, и поэтому его все огорчает и все раздражает. Поэтому сейчас с ним как-то сложно. Вот прокачивать карьеру ему очень сложно. И Айден у нас немножко еще поубирается около дома. Может быть, ему станет немножко повеселее. Он же у нас еще и переработчик. Нет, не станет, да? Пойдем тогда есть рыбку. А Джейден, смотрите, первый бежит за рыбой. Извини, но Джей пришел первый. А вот идет девушка, это, кстати, ваш персонаж. Так, подожди, давай с ней поздороваемся. У тебя как раз друзей нет, и девушка тоже только приехала, она в этом городе никого не знает. Давай поздороваемся с ней, пригласи ее с нами пообщаться. Привет! Как тебе в нашем городе? Как тебе правила? Справляешься? У тебя случайно нет ничего, что можно стащить? У нас Айден клептоман. Сори. Извиняемся сразу же в начале. И Джейден у нас все еще на коврике. Давайте посмотрим, что у него с работой. Он вообще, он мало продвинулся. И опять нам нужно делать заявку на грант. А у меня, кстати, в багаже осталась его прошлая заявка. Если я ее подам, это действие засчитается? Давайте-ка я попробую.
А все? Все? Не засчитали. Нет, не засчитали. И заявку забрали. Я гениальная, да? Так, а что со ступором? Еще 8 часов. Ну, трудись, занимайся. И посмотрите, посмотрите, нам тут помогает весь город. Уильям, это брат Хианы, чистит унитаз, а новая девушка Тина убрала за нами все книжки, чтобы у нас был порядок. Вроде бы, знаете, мелочь, а так приятно. Все-таки какие хорошие симы, да, какие хорошие симы живут в этом городе. Спасибо, спасибо вам большое. И вторник у нас уже заканчивается, все спят. А Тео идти через час на работу. Я его отправила поделать рабочее задание. Наверное, скорее всего, мы его не успеем сделать, но, может быть, хоть чуть-чуть это поможет ему для работы, потому что за предыдущие 2 дня его производительность упала и вообще никак не растет. Ну да, Тео уже пора на работу. Так, сколько он смог? 50%. Надеюсь, это хоть как-то повлияет на качество его работы, но хотя бы он отправляется уверенным, без дискомфорта. На этом заканчиваем вторник. Спокойной ночи. А среда у нас начинается с взросления Александра. Ой, я вижу его прическу. Ой, какая классная прическа у него. Оп, легкомысленный, дурашливый и любопытный. Эти малыши обожают рассказывать анекдоты и играть. Они немного быстрее повышают уровень навыка воображения. Но прическа, конечно, шикарная. Сейчас я тут Джейдену поставлю действий и пойдемте посмотрим. Вот он. Какая у него все-таки классная прическа. Так. У меня вот эти вот уведомления, мне кажется, вот за кадром их уже было 10 штук, и они все продолжаются. Куда мы пойдем? Аквариум смотреть. Тебя помыть надо, да? Ну подожди секундочку. И вот опять. Что происходит-то? И пока я здесь внизу, давайте я положу Лиду в багаж к Хиане, чтобы она попозже ее приготовила. Алекс тут что-то рассказывает рыбке. Милый, такой милый. И вот Хиана уже приготовила рыбку, сейчас она съест кусочек и пойдет заниматься малышами. И я вот не знаю, сажать Джея за написание вот этого гранта, просто мне кажется, что мы уже не успеем его написать. И как его повышать по карьере, я не знаю. А мне нужна его карьера очень сильно. Ступор. А мы еще и ступор не сняли. Ну, видимо, не сегодня. Видимо, грант мы сегодня точно не пишем. И знаете, я тут специально разбудила Айдена, потому что Джей на него очень хорошо влияет. Поэтому я сейчас буду прокачивать Джею обаяние и тем самым хвалить Айдена, потому что ему это нравится. Он сразу становится довольным, счастливым, и, может быть, это поможет нам в работе. И провожаем Джея на работу. Давайте запомним, где у него сейчас продуктивность, и я ему поставлю упорно работать. Посмотрим. Да боже ж ты мой! Посмотрим тогда, насколько она продвинется. Это что, все родственники Хианы? Сообщаем, что ваши родственники Роберт Ван отошел в мир иной. Ну да, это все родственники нашей Хианы. Кстати, я тут, представляете, я подумала, что мы, когда взяли Хиану, мы же не посмотрели, есть у нее дети или нет. Но я потом проверила по древу, у нее детей нет, и с Тео для нее это были первые дети. Но родственников у нее, видите, очень много, и вот каждый день практически нам поступают грустные уведомления.
Так, следующий на работу идет Айден. Он у нас внимательный. На работу ему к 11. Надеюсь, он таким внимательным и останется. И у меня тут малыш остался один. И я хочу выложить ему лук. Вон дедушка сколько лука ему насобирал. Больше 100 штук. И хочу, чтобы побольше у нас везде лежало лука. А то мало ли что. А тут всегда раз и поел. А почему свет погас? Алекс спать лег. Потому что Алекс у нас лег спать. Ну, поспи, малыш, чуть-чуть. И у нас сейчас Джейден вернется, и его не повысили. Хочет отдохнуть. Так, ступор вроде не принес. И вот смотрите, сколько он продвинулся. Вот прям совсем чуть-чуть. Я не пойму, это после обновления игры стало так сложно проходить карьеры? Или это мои симы не хотят работать? Потому что такими темпами я не закрою вообще ни одну карьеру. Джейден, что будем делать? Джей, ты же умный парень. Нужно придумать решение. Следом я уже жду Айдена. У него единственный мудлет – риск сокращения. При этом он все прокачал. И я не знаю, что будет, потому что я не играла с сокращениями. Пришел, не повысили. И сокращение ушло, получается? Новый страх, боязнь неудач. Но нас же не сократили, да? Айден осознает, что в последнее время все идет не так. Одна неудача сменяется другой. Все говорят, что ничего не узнаешь, если не попробуешь. Но никто не говорит о том, как ты себя будешь чувствовать, если попробуешь и потерпишь неудачу. Айден больше не может позволить себе разочароваться. Пробовать что-то снова слишком страшно и болезненно. Так, что это было? Что это было? И завтра у него выходной. Ну, даже не знаю. Пойдем, тебя вон Сашка ждет. Будем развлекаться с малышом. Сейчас мы его намоем, и Айден его уложит даже спать. Вот такая у него любовь. Вместо друзей у него есть любимый племянник. И у нас Айден был самый младшенький в семье, и внимание от родителей ему не доставалось. До такой степени, что даже его сестру-близняшку у нас из семьи забрали. Поэтому для Айдена это такая, знаете, больная точка, триггер. Он не хочет, чтобы с другими детьми, с маленькими такое же произошло. Поэтому он вот очень старается, чтобы малыши были счастливые, чтобы они были чистые и чтобы их не забрали. Поэтому вот он у нас вот такой гиперответственный дядя. И на этом будем заканчивать среду. Мои вот все помылись, и я буду их готовить к новому дню. Они уже, видите, кричат, как они устали от этой постоянной работы. Поэтому дадим им немножко отдохнуть. Спокойной ночи. И смотрите, с чего у меня начинается четверг. У меня почему-то Тео вернулся с работы. Пропустили работу, уверена, что ему так стоит поступить? Нет, не уверена. У него ДР. А я забыла, что у нас у Тео день рождения, представляете? Он у нас стал взрослым мужчиной. Так, а если мы ушли с работы раньше, нам нужно его уволить? А он, видели, он мне сказал: да брось ты, все нормально, я тут со всеми договорился. Но я все равно пойду проверю правила. Так, в самих правилах я ничего на эту тему не нашла, ну, кроме того, что если вы ушли раньше, то надо увольняться. Но в чате есть такой же вопрос, что в этом случае делать, если Сим вернулся из-за дня рождения. И там модераторы ответили, что в этом случае увольняться не нужно. Ура! Но если вдруг я что-то пропустила и его действительно нужно уволить, то напишите мне, в какой карьере, да, есть это правило, ограничение, потому что я его не нашла, честно.
А мои тут продолжают болтать. У меня сегодня на работу идет, насколько я помню, да, только Джейден. Мы у него все ступоры убрали, но на грант нам не хватило времени, настроения. И так как он практически каждый день возвращается с работы со ступором, то этот грант он сможет написать только в выходные, получается. А до этого времени нас вообще не повышают на работе. Это, конечно, тяжко, это очень тяжко, и меня это очень расстраивает. И вы посмотрите на этого леопардика. Что я с ним буду делать? Он теперь еще и заболел. Я думала, эта неделя будет очень легкая, потому что у Джея для работы все прокачано. Я ждала, что у меня, знаете, чуть ли не каждый день будет повышение, а у нас zero. Мы даже производительность наполовину не прокачали. И вот теперь добавились еще вот эти вот хи-хи-хи, а лекарств в нашем городе нет. Поэтому давай мы с тобой пойдем поспим. Сон в апокалипсисе – это единственное лекарство, которое тебе может помочь. Поэтому пойдем спать. У меня, кстати, Айдену, походу, на работе каждый день дают книжку, потому что он у меня вернулся с работы, и у него лежала вот эта вот книжка. Сейчас покажу. Мы, правда, ее уже вот прочитали, но изначально, когда он пришел с работы, я нашла ее у него в багаже. Видимо, на работе ему дают книжки читать. Поэтому наша библиотека пополняется. И у нас выгорание у Тео. Так, Тео, а что у тебя по работе? Так, а у него выходные. Ну ладно тогда. Тогда ты сам совсем справишься, Тео. Давай, ты самостоятельный мужчина у нас теперь. И посмотрите, какой у нас большой животик. У нас Вивиан приготовила... Ой, я ее, если честно, уже раз 5 назвала Вивиан. Пришлось перезаписываться. И Хиана нам приготовила рыбку. Хиана у нас в хорошем настроении, поэтому она тут приучает малыша к горшку. Джейден немного освежится у нас перед работой, покушает. И у него мудлет плохая обстановка. Если бы не вот этот мудлет, у него сейчас было бы хорошее настроение. У нас все чисто, обои все новые. Что ему может не нравиться? Не пойму. А мы тут занимаемся Моникой. Айден у меня первый раз за день стал счастливым, поэтому я его сразу же посадила прокачивать писательство. А после него хочу позаниматься Тео. У него потому что тоже выгорание, ступор. И да, я не пойму, почему они на этой неделе все трое, каждый день приносят ступор. Как такое может быть? Мне кажется, это что-то неправильное в игре случилось. А Моника наконец-то улеглась, и посмотрите, какой у нее бодик милый, с этими, с пломбобами. С пломбобами. Все, засыпай, малышка. Джейден вернулся с работы. Ваши ставки. Мне кажется, стало еще хуже. Я плачу. Как этот дождь, я плачу, потому что я уже не знаю, что делать. За 4 рабочих дня Джейдена понизили. Хотя раньше у него никогда не было проблем с работой. Мы там за 3 недели, прошли до 7 уровня. И у нас пришел плачет малыш. У него все хорошо, но он грустный, да. На меня нет времени. Но, я тут жду. Я жду, потому что через 40 минут у нас будет рожать Хиана. Поэтому она сейчас поболтает с Алексом, раз он такой расстроился, что с ним никто не общается. И потому что потом все время Хианы будет полностью посвящено новорожденному. Поэтому пока у нее есть время, она пообщается с Алексом, а я параллельно пойду в ютубчик, чтобы посмотреть, какое у нас имя будет у малыша. И подождите, я вам сейчас скажу имена сразу. У мальчика лидирует Рэй на сегодняшний момент, вот когда я записываю видео.
А у девочек сейчас одинаково голосов у Моники и у Софии. Ну, соответственно, Моника у нас есть, значит, девочка будет София. А у нас мальчик. Значит, будет Рэй. Я посмотрела полное имя. У Рэя это Реймонд, поэтому я малыша так и назову Реймонд, но сокращенно, ласково мы его будем звать Рэй. И фамилия у него будет Орейли. Готов. Реймонд Орейли. Красиво звучит, мне кажется, да? Так, один. Да, один мальчишка. Как думаете, за четвертым пойдем или остановимся на 3? И знаете, что я сейчас заметила? Что мальчики рождаются в зеленом боди, а девочки в желтом. Это интересно всегда так? То есть, когда я вам выложила фотку, что у нас родился наследник, то все, кто знает эту фичу, сразу поняли, что у нас мальчик, да? Так получается? Да, и Хиана говорит, что интригант из тебя никакой. Сразу же сама испалилась. Ой, да, я гений. И ей дали сертификат. Так, ей дали сертификат. Сейчас я его где-нибудь здесь повешу, а потом за кадром тогда уберу в багаж, чтобы в режим стройки не переходить. И сейчас мы возьмем еще свежую рыбку параллельно, да, и пойдем ее готовить. И нас уже 7, представляете? Наше семейство уже 7 человек. А вот тут сидит папа с дочкой. Папа с дочкой. Они оба черненькие и с зелеными глазами. А если еще и форма глаз будет, как у него, большая, то тогда она полностью возьмет в себя все черты Тео. А мои 2 из ларца, которым я хочу прокачивать карьеру, спят. Тихонечко спят в своей комнате. Я тогда буду заканчивать четверг. Надеюсь, пятница будет для нас более удачной. Что, ты ступор снял? Нет, еще не снял. Давай еще чуть-чуть позанимайся. Все, на этом спокойной ночи. У меня началась пятница, и что я вам хочу сказать. Мне кажется, я уже сейчас хочу уйти играть за кадр, потому что сегодня последний рабочий день у Джейдена, и что он словил? Он словил ступор. Добро пожаловать! И заявку на грант мы так и не сделали, конечно же, а ему сейчас уже идти на работу. Все, ступор мы снять успели. Иди тогда чуть-чуть поиграй. Тео тут у нас Алекса приучает к горшку. Я сейчас просто не могу пока никуда с этого этажа отлучиться, так как мне нужно проследить, чтобы Джей через 10 минут пошел на работу. Вот, все, провожаем его на работу. И у нас сегодня Айден тоже идет на работу. А что это? Блин, а что это? Где мы это взяли? Я что, какой-то гриль не закрыла, да? В общем, мне пенальти за эту еду, потому что у меня здесь, видимо, потому что у меня вот в тайную комнату, где компьютер, открыта дверь для Айдена, чтобы он там прокачивал писательство. Ну да, вот здесь кто-то как раз и наготовил. Поэтому давай мы сейчас это уберем, пенальти я себе запишу. А почему малыш плачет? Давай вот лучше мы с малышом познакомимся. Ты же всех малышей любишь. И перед работой Айден у нас садится за шахматы, пока он во вдохновленном состоянии. Надеюсь, что он от шахмат станет внимательным, потому что у него здесь появилось желание, что усердная работа поможет избежать сокращения. То есть сокращение у нас еще не закончилось, и ему надо будет упорно работать. Мне кажется, надо было раньше это действие ставить, а я его все время на обычном режиме отправляла на работу.
Ну вот, ну вот, у нас опять все плохо. И как у меня Айден будет упорно работать, если у него все плохо? А у нас дома что? У нас дома что? Обеденный сон. Двое на работе, а остальные все спят. Ой, возбужденный. Айден стал возбужденный. Давайте поставлю ему упорно работать. Так, что тут у него? Нифига. И я забираю последнюю рыбку с минус первого этажа. На первом этаже они уже, кстати, закончились. А у меня никто ни за луком, ни на рыбалку не ходит. Поэтому я даже вот теперь не знаю, стоит ли моим идти за четвертым ребенком или пора остановиться. Иначе мы все, и я в том числе, сойдем с ума. Ну что, последний рабочий день Джейдена на этой неделе. И у нас нет никаких изменений. Мы не продвинулись ни на капельку. Почему Джейден не двигается и постоянно приносит ступор, я не понимаю. Если еще с Айденом, ладно, я соглашусь, он привереда, ему ничего не нравится, но почему это происходит с Джейденом, я не понимаю. Что получается тогда на выходных? На выходных нам нужно будет сделать с ним заявку на грант. Надеюсь, она нам поможет. Следующим у нас возвращается Айден. Как у тебя дела? Фух, работодатель персонажа по имени Айден недооценил силу манипуляций с бухгалтерской отчетностью, и сокращения прекратились. Айден может и дальше трудиться на своей работе. Ура, 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 ура! Я, если честно, я уже этому рада, потому что у всех снижение производительности, но главное, его не уволили, а ведь его могли и сократить. Ура! Айден украл предмет, пока был на работе. То есть это ему не дают книжки на работе, это он их ворует. А я тут вам рассказывала, какая у него хорошая работа, каждый день книжки почитать дают. Блин, Айден, ты меня подставил. Все в дом, все в дом. Ну, ладно, он же журналист, ему же нужно как-то повышать свои знания, он в школу не ходил, поэтому он берет эти книжки, чтобы обучаться, чтобы развиваться. Правильно же, Айден? Все для развития, только для развития и для работы. А у меня завтра что? Получается, у всех будет выходной? Завтра я сойду с ума. Так, Тео у нас пока спать не хочет, поэтому он сейчас вот помоет Алекса, помоется сам и попозже тоже отправится спать. На этом спокойной ночи. Суббота. Время уже 1 дня. Я стою на паузе. Вы думаете, я за это время хоть что-то прокачала, хоть кому-то? Посмотрите вот на это чудо. У него все идеально. Но у нас тут дискомфорт. Поэтому мы ничего не можем. Мы не можем писать книги, мы не можем стоять на коврике, мы ничего не можем. Бесит, сильно бесит. Ну, вот хоть убираться может. А вот еще одно мое чудо. Очень сердитый, хочет веселиться, уборка без удобств и малыш в истерике. Его все это тоже бесит. А как мне поднять ему досуг? Вот он сейчас пойдет на коврик, и у него после этого упадет гигиена, упадет бодрость, и мне опять ему это все заново прокачивать. Я не знаю. Нас тут еще немножко потрясло, и теперь, кроме предыдущих дискомфортов, у них еще и испуг. Ой-ой-ой-ой. Семейство Урейли, давайте как-нибудь соберитесь. Тео, ты же старший, ты можешь их как-то заставить взять себя в руки и прокачивать навыки для работы, и не расстраиваться из-за грязи невидимой.
Я смогла к 8 часам вечера более-менее хотя бы настроить Джейдена в рабочее состояние и посадить его за написание заявки на грант. Но получается, что если его в понедельник не повышают, а его, скорее всего, не повысят, то потом мы опять всю неделю будем в пролете. И я не знаю, что мне делать. Мне кажется, я эту фразу повторяю всю серию, потому что у меня действительно, вот за 2 поколения у меня такого еще не было, чтобы персонажи резко сразу все перестали получать повышение. И постоянно все были в дискомфорте. И сейчас вот мы тут позанимаемся уборкой, раз у меня Айден вышел на улицу, и у нас сегодня еще к тому же целый день была облачная погода, но, естественно, никто из моих ловить рыбу не ходил. Так, а это его подружка? Беги, Айден, это твоя единственная подружка, бросай все свои кусты, а то она сейчас уйдет. Ой, а кто это? Вы видели, сейчас было? Реймонд взрослеет. Вы видели, он прям на несколько секунд вот здесь у Айдена появился. Нажимаем. Лучик солнца. Постоянно улыбаются и смеются, но им требуется больше общения. Где он? Ой, Тео, ты немножко наступил на малыша. Отойди, пожалуйста. Он довольный, счастливый. Ну, Тео, ну отойди, ну ты чего? Все, повзрослел твой ребенок. А он в Тео, друзья. У него глаза папины и волосы рыжие. Вернее, не в Тео, а настоящий Орейли. Он Вивиан. А 2 других, получается, у них форма глаз мамы. Ну, отлично. Один мальчишка у нас будет копия бабушки, копия семейства Орейли. И я тут жду Джея. Когда он допишет свою заявку на грант. Так, все, да? Завершено. Ура, все, иди спать тогда, ты молодец. Весна, а к нам пришла весна. Мне кажется, уже 3-й или 4-й раз в нашем городе пытается начаться весна, но по правилам, пока мы не снимем ограничения, мы должны все время возвращать зиму. Поэтому я ввожу код, и у нас снова зима. И я знаете, что пропустила? Я пропустила то, что Тео сегодня ночью идет на работу, а я ему не сделала рабочее задание. Это мой косяк, конечно. Я буду завершать эту серию, потому что, знаете, я хочу сейчас выключить игру и немного передохнуть и подумать, может быть, составить какой-то план, как стратегию, да, что мне делать дальше. И на этом тогда все. Я с вами прощаюсь. Неделя для меня была очень сложная. И вы знаете, у меня сейчас, как у моих персонажей, начался интеллектуальный ступор. Поэтому я пойду позанимаюсь другими делами. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Спасибо, что посмотрели.